Всем привет, меня зовут Максим, я переехал в Аргентину со своей женой, а 2 месяца назад здесь у меня родилась дочка. Сегодня в видео я расскажу про свой опыт родов в Аргентине, про то, какую клинику выбрать, платную или бесплатную, что нужно брать с собой на роды, нужен ли переводчик на родах и сколько денег мы потратили за роды и за первые 2 месяца на медицинские услуги для ребенка в Аргентине. Но сначала я вам коротко расскажу, что произошло со мной в 2023 году, чего я добился и какие планы у меня на 2024 год. Тайм-коды в описании, кому интересна только тема родов в Аргентине, ищите интересующий вас раздел. Сегодня будет полезный и интересный выпуск, поэтому обязательно смотрите его до конца. А чтобы такие видео выходили чаще и я больше рассказывал о жизни в Латинской Америке, друзья, прошу только о 2 вещах: поставить лайк под видео и написать абсолютно любой комментарий. Тем самым вы меня поддержите и поможете каналу развиваться. Спасибо, начинаем! Давайте быстро пробежимся, вспомним, что происходило со мной за последние 3-4 года. 2020 год, пандемия. Я приехал во Вьетнам после 2,5 лет жизни в Южной Корее. Как вам пляжи? Сегодня много народу, корейцы не любят купаться. Я искал работу учителем английского языка. Да, при том, что английский язык я знал так себе. Далее я встретил свою будущую жену. Чертовски хороша. Она была с Питера, но у нее был отпуск во Вьетнаме. Потом она уехала, а я приехал в Питер чуть позже, так как во Вьетнаме оставаться было не вариант из-за гребаного локдауна. В Питер я приехал с $500 в кармане, снял квартиру и мы начали жить вместе. Это тот случай, когда меня реально полюбил человек, потому что денег у меня не было ни хуя. Я работу нашел быстро, но совершенно не ту, о которой можно мечтать. В Питере я работал и монтажником, и на стройке с таджиками, но потом устроился к одному из предпринимателей и многому научился на этой новой работе. В 2021 году я женился в городе Пушкин во дворце бракосочетания, а не в обычном ЗАГСе. С работы еще не все. Далее я работал в фирме по изготовлению автомобильных ключей. Классная профессия, но абсолютно не мое. И уже в 2022 году, после начала войны, мы решили с женой уехать за границу. Хотя я никогда до этого удаленно не работал и даже понятия не имел, чем буду заниматься за рубежом. Да, я занимался ютубом постольку-поскольку и даже какие-то деньги зарабатывал, но этого не хватало. Когда я переехал в Турцию, я думал поработать риэлтором в городе Анталия, но эта идея быстро развеялась. У меня ничего не получалось, и именно в этот момент я вспомнил о том, что умею делать лучше всего. Я начал использовать камеру как инструмент, а свои навыки как способ для заработка денег, находясь в чужой стране. У меня стало неплохо получаться, и я даже какие-то деньги начал зарабатывать. Дальше я устроился в компанию, которая занималась релокацией людей в другие страны. На новой работе мне приходилось много снимать и сниматься в видео самому. И именно там я получил огромный опыт съемок для YouTube. Там я начал оттачивать свои навыки и очень быстро понял, что я кое-что понимаю в YouTube и могу создавать неплохой контент. Очень часто бывало, что я работал больше 15 часов в сутки. Это я к тому, что многие думают, что снимать по 6-7 видео в неделю это просто. Итак, чего же я смог добиться за 2023 год? Я снял больше 400 роликов на YouTube, из них почти 200 шортсов. Я развил несколько YouTube каналов. Один канал до 2000 подписчиков за 3 месяца, а второй проект MoveMint до 3500 за 4 месяца. Набрал 10 тысяч подписчиков в запрещенном грамме и 2500 подписчиков в ТикТоке. Мои видео суммарно набрали более 5 миллионов просмотров на YouTube и около 8 миллионов просмотров вместе с площадками Instagram и TikTok. А мой доход вырос почти в 5 раз с момента последней работы в найме в России. Фактически я стал миллионером, правда только пока рублевым. Я потратил $6000 на технику, $5000 на перелеты в этом году. Увиделся в Турции с родителями, познакомился с очень талантливыми ребятами, которые впоследствии стали моими партнерами по бизнесу. Да, друзья, и наконец-то в прошлом году я осуществил мечту своего детства, я закрыл, так сказать, гештальт, я сделал себе полностью зубы, я выпрямил себе, сделал нормальный прикус, я вылечил все свои болячки, вставил себе имплант,
Вот, и мне все это удовольствие обошлось в $1500. Да, сделал я в Турции, мне обошлось гораздо дешевле. Если бы я делал в России, мне кажется, я бы потратил в 2 раза больше денег. Еще 2 года назад я сидел и думал, как мне хотя бы $50 заработать, а сейчас отказываюсь от некоторых проектов за $1000, которые мне не интересны. Но это все меркнет по сравнению с тем, что я считаю самым важным, что случилось со мной за этот год. Да, в 2023 году у меня родилась дочка. Теперь давайте расскажу вам по порядку, какую клинику выбрать и как проходили наши роды в Аргентине, и постараюсь рассказать обо всех интересных нюансах, о которых вам лучше знать заранее, если вы собираетесь рожать в этой замечательной стране. Ребят, но перед этим посмотрите небольшую интеграцию. Если вы хотите не только сохранить свои деньги, но и на них зарабатывать, есть классный способ – инвестировать деньги в акции компаний. Но чтобы это делать, нужно понимать, как работают мировые рынки, где продают и покупают эти акции. Это все сложно, но теперь это не ваша головная боль. Ребята из BitMarket создали сервис, который помогает тем, кто хочет быстро начать инвестировать и приумножать свой капитал. Если вы новичок и вам сложно понять, что такое рынок, как открывать брокерский счет и как оформить инвестиционный портфель, ничего страшного, вам поможет курс для начинающего инвестора BitStart, помощник BitGuru и платформа BitMarket. Тут все собрано в одном месте, не надо никуда ходить и искать дополнительные материалы. А в прошлом году средняя доходность портфеля учеников, прошедших курс BitStart и начинающих пользоваться BitGuru, был плюс 31,9%. Но если вы хотите самостоятельно собрать инвестиционный портфель и хотите получать от него стабильный высокий пассивный доход, то вам необходимо вступить в сообщество Dividend Hunters. В нем основатель BitMarket Максим Дьяконов объясняет стратегию получения пассивного дохода от дивидендов, где еженедельно выкладываются новые акции с высокими и постоянно растущими дивидендами и топовые акции с подробной аналитикой к ним. Если же вы не хотите заморачиваться, BitMarket может следить за вашими акциями и давать подсказки, когда лучше покупать или продавать акции. А если хочется докупить акции в свой портфель, то это можно сделать всего за 2 клика в BitGuru. Помощник проанализирует текущий портфель и подскажет, что лучше докупить для увеличения вашей прибыли. Тут все максимально просто и понятно. Доступ к курсу бесплатный, и вы сможете попробовать сервис целый месяц, а после для прошедших курс действует специальный тариф 10 евро в месяц вместо 14. Переходите по ссылке в описании, записывайтесь на курс и получайте пассивный доход. В Аргентине, независимо от того, откуда вы приехали, вы имеете право на бесплатную медицинскую помощь. Это закреплено в Конституции. Так же, как и в любой другой стране, вы можете воспользоваться услугами частной клиники, но уже за деньги. В Буэнос-Айресе цена на роды в частной клинике начинается от $4000, а в Кордове от $3000. Итак, что лучше, государственная или частная клиника? В частной клинике роды будет принимать бригада, которая будет дежурить в этот день. Вы не можете выбрать, каким способом будете рожать. Это определяет уже сам врач во время родильного процесса. Также с обезболивающим. Оно доступно только в платных клиниках. Ну и послеродовая палата будет общей. Обычно она рассчитана на 2 пациентов. В частные клиники вы сможете выбрать команду врачей заранее. Также вам доступно несколько способов рождения малыша по вашему желанию. Вы можете попросить обезболивающее, чтобы было легче рожать. А также вам доступна на выбор индивидуальная палата. Они, к слову, больше похожи на гостиничные номера, чем на палаты. В обоих способах есть в палатах душевая, включено 3-разовое питание и очень внимательные и компетентные врачи. Да, врачи из частных госпиталей отрабатывают обязательные часы и в государственных, поэтому уровень компетентности и там одинаковый. В описании я оставлю ссылку на список клиник в Буэнос-Айресе и в городе Кордова, которые могу рекомендовать. Чтобы составить этот список, я пообщался со многими роженицами и прочитал сотни отзывов в чатах, поэтому кому интересно, ставьте видео на паузу, открывайте список, изучайте, а также не забудьте поставить лайк под видео и подписаться на мой канал. А
А теперь я расскажу о своем опыте родов в бесплатной клинике. Мы с женой собрали необходимые для родов вещи, а именно удобную одежду для жены, купили несколько комплектов для малыша, ползунки, распашонки, пеленки и одеяло. Советую вам для малыша купить теплые вещи или как минимум купить толстое одеяло, потому что сразу после рождения малыш очень мерзнет. Также важно взять с собой памперсы для жены и для ребенка. И советую взять с собой побольше питьевой воды. Все началось 23 ноября прошлого года. Около 8 утра у моей жены начались тренировочные схватки. Они были не такие болезненные и появились очень редко, а потом она, как обычно, занималась домашними делами. Итак, уже ближе к ночи схватки стали усиливаться. Они протекали чаще и болевой эффект тоже увеличивался. Этой ночью боль была настолько сильной, что поспать нам уже не удалось. К слову, интервал между схватками был то 7 минут, то 10, то 40 минут, но мы понимали, что скорее всего это начало родового процесса. Тем более именно в этот день у нас был назначен ПДР и прием у врача. Там все сошлось, поэтому без вариантов. 24 ноября в 8 утра у нас был запланирован прием у врача, и мы были уверены, что дотерпим до приема. Но ночью мы абсолютно четко осознали, что поедем туда раньше. Друзья, утро началось с того, что сейчас 5 часов 27 минут. Мы всю ночь не спали, потому что сегодня наша дочка решила все-таки заявить о себе и захотеть родиться. Поэтому мы готовились к родам, соответственно, собирали вещи, отслеживали схватки и вот время 5:30 решили двинуть уже в больницу. Сейчас поедем и очень переживаю, и все это впервые, и очень все это интересно и страшно. Так и случилось, боль становилась сильнее, интервал между схватками короче, поэтому около 5:30 утра мы вызвали такси и приехали в Гвардию. Это круглосуточная служба неотложной скорой помощи. Клиника называлась Матернидад Хоспиталь, которая находилась в Нуэво-Кордова. Это, можно сказать, самый центр города. Мы зарегистрировались на стойке, взяли талон на прием. Подождав минут 15-20, мы пошли на прием. На приеме моей жене сказали, что раскрытия почти нет, и пояснили, что в интервале 10 минут должно быть хотя бы 3 схватки. Только тогда нужно приезжать в Гвардию. У нас было меньше, но мы не торопились домой. Так как у нас был еще и запланирован прием у врача, мы решили сначала посоветоваться с ней. Так как
коридор, и это деревянная дверь в палату. Потом в палату зашел врач. Она сказала, что осталось еще немного, нужно еще пару сантиметров раскрытия, и моей жене предложили фитбол. Такой большой надувной мяч. Правда, от него толку было немного. Еще предложили принять горячий душ. В душе она была минут 20, а то и даже 30. Там она немного расслабилась, но в этот момент боль была максимальной. Я зашел в палату и увидел мою жену. Она была обессилена и еле стояла на ногах. Тогда мне Ксюша сказала: «Максим, я больше не могу, скажи врачам, пусть делают кесарево». Я пошел, позвал бригаду врачей. Мы попросили нашего переводчика сказать, что мы все, только кесарево. В итоге собралось много врачей в палате, а я помню только то, что я сильно расстроился, но не успел подумать об этом, как вдруг все врачи зашевелились, начали что-то подготавливать, и я вышел из палаты. Прошло где-то 5 минут, из палаты показался главный врач, причем она вышла и очень торопливо пошла по коридору. Я ее догнал и спросил, как моя жена и будут ли они делать кесарево. Я помню, еще не мог сообразить, как поменять язык в переводчике. Все это из-за нервов. В итоге она ответила: нет, она родит сама. Когда она вернулась и зашла в палату, через щелку я увидел, что уже начались роды, и меня захлестнули эмоции. Я реально улетел сознанием и молился за жену и ребенка. Спустя, наверное, 20 минут, тогда время для меня имело наименьшее значение, я уже начал слышать первый пронизывающий крик своей жены. За все время, сколько мы вместе, а это 4 года, я пару раз видел, что Ксюша плачет, а тут крик просто на разрыв. Я отошел от двери, наверное, метров на 10, чтобы его не слышать. Я тогда очень испугался. Через минуты 2-3 я услышал еще один крик. Я понимал, что сейчас кульминация, и я будто чувствовал, что сейчас выйдет врач и позовет меня с улыбкой на лице и начнет поздравлять, но это все не происходило. В итоге мужик, который косплеил меня в плане наматывания кругов по коридору, ушел в соседнюю палату. Я сразу понял, что у него родился ребенок, и так ему завидовал. Теперь в коридоре был только я со своими мыслями. Я не находился в этот момент рядом со своей женой, но будто бы все чувствовал и видел, что там происходит. И вот наконец-то выходит наш переводчик Настя с улыбкой на лице и машет мне. Я был в 20 метрах от палаты в этот момент. Я такой: ну слава богу. Как только я зашел в дверь, меня накрыло. Я увидел свое маленькое чудо, но в первую очередь я обнял жену и смотрел только на нее. И только спустя несколько секунд я обнял свою дочку. После родов жену и дочку перевели в палату. Потом пришел уже другой врач, осмотрела еще раз малышку, сказала, что все окей, объяснила, как обрабатывать пупок и задала несколько необычных вопросов. Во-первых, она спросила, знаем ли мы, что делать с ребенком. Я ответил: конечно. Далее она спросила, отец ли я и есть ли где нам жить. Я же спросил, когда выпишут мою семью. Мне сказали, что в воскресенье утром, то есть через 2 дня. После всех расспросов и проверок я оставил жену и ребенка в госпитале, а сам поехал домой. Ксюша рассказывает, что постоянно ее навещали врачи и медперсонал, и все пытались помочь. Кормили тоже неплохо, хотя завтрак в бесплатной клинике был очень скромным. Когда я приехал забирать семью домой, врач нам сказал приехать в понедельник и оформить свидетельство о рождении и подать документы на ДНИ для ребенка. Просто сказали мне, что якобы родишь, и в субботу сразу же забудешь, ничего не вспомнишь. Не, ну говорится, что Да, ну вот со временем как-то она уйдет у меня, но пока я в легком шоке. Утром в понедельник мы приехали в наш госпиталь. К слову, в этом же госпитале было отделение ЗАГС, где сотрудник оформляет документы для новорожденных детей. Еще раз проверим имя.
Да, от рождения. И зараз он делает ДНИ. Просит ДНИ. Мы предоставили все необходимые документы, сделали фотографию нашей малышки и заручились доверием 2 граждан Аргентины. Да, это обязательное условие, если вы не имеете внутренний паспорт ДНИ. И после некоторого ожидания мы сделали сначала свидетельство о рождении нашей дочки, а потом подались на ДНИ. Нам сказали, что ДНИ курьер доставит к нам прямо домой в течение 20 дней. Наверное, это самый короткий раздел этого видео. Мы потратили только на такси до госпиталя и обратно, купили набор необходимого для родов и оплатили услуги переводчика. На роды вышло около $45. За первые 2 месяца мы потратили около $50 на разные крема, присыпки и другие штуки, необходимые для ребенка. Ах да, мы сходили всего 1 раз к врачу после родов, и то в бесплатную клинику. В итоге мы потратили за 2 месяца чуть меньше $100, что я считаю супер гуд. Так, друзья, вот нас выписали, и мы уже дома находимся более 2 недель. Вот, хотел немножко рассказать про свои впечатления, что поменялось, как это отразилось на моей жизни, в том числе на моей работе, на моем влоге. Давайте немножко по порядку расскажу. Первое, о чем хотел сказать, это, конечно же, как изменился мой день повседневный. То есть раньше я мог встать в любое время, там, мог начать работать, когда мне удобно, и мне никто не мешал. Сейчас мне никто не мешает, но график немножко стал другим. То есть ночью рандом абсолютный, то есть я могу не выспаться и поспать всего 1-2 часа, а могу нормально выспаться и, на удивление, вообще как будто бы всю ночь спать. То есть тут появляется такой фактор, наша Мишелька, наша дочь, она решает, сколько мы будем спать и в какое время мне стоит работать, а в какое я могу себе позволить немного отдохнуть. Вот. Как проходит ее день? Ну, я думаю, что тут особо никаких сюрпризов нету. Она в основном спит и в основном ест. Что, на мое удивление, она ест просто огромное количество. Мне кажется, она ест больше, чем я. Это единственное, что ее успокаивает пока что, это мамина грудь и сон. Все. Больше особо она ничего не делает. Ну, может быть, бодрствует с открытыми глазами, может быть, часик в день, не больше. Даже, наверное, поменьше. Так, хочу сказать, что обычно я делаю, да, и что я уже не могу себе позволить. В основном я не могу себе позволить просто взять и пойти куда-то и что-то поделать абсолютно, когда мне это удобно. То есть мы съемки, работу, какие-то развлечения, просмотры кино, мы все это, можно сказать, согласуем с нашей дочкой, потому что мы не можем взять просто и пойти посмотреть фильм. Мы к этому либо готовимся заранее, делаем там процедуры, успокаиваем ее, кормим, укладываем спать и потом занимаемся своими делами. Вот, например, я снимаю свой влог на второй свой канал, видео информативные про ВНЖ, про гражданство, про паспорта. Кстати, обязательно переходите на канал и смотрите, кому интересна тематика иммиграции. Вот эти видео я снимаю исключительно дома у себя, ну, в своей студии, да, которую я оборудовал. И чтобы мне записать это видео, мы предварительно усыпляем нашу дочку. Мы делаем все, чтобы у нас было там окно в 20-30 минут спокойно, чтобы отснять нужный материал. Иногда посреди записывания наших роликов она просыпается и не дает нам дозаписать. Это вот неудобно. Из того, что поменялось. Еще хочу рассказать про свои эмоциональные ощущения. Это про привычки, которые у меня уже выработались. Это, наверное, думать о ней постоянно. То есть я работаю, я фокусируюсь на своей работе. И вот проходит 15-20 минут, и меня сразу же пронизывает мысль, как стрела, что надо пойти посмотреть дочь, как она вообще, даже учитывая, что она находится с мамой, там, я не знаю, спит или еще что-то, я постоянно теперь думаю о ней, то есть регулярно вот проверяю, как у нее дела, там, захожу в комнату к ней, смотрю, иногда я могу немножко потискать, просто это уже частью стало меня, и это уже никуда не денется. От этого могу сделать вывод, что моя жизнь не будет прежней, потому что до этого не было человека, о котором, кроме своей жены, я там так часто думал, да, и появился вот
вот появилась моя дочь, о которой я тоже думаю постоянно. Еще хочу рассказать про то, как меняется моя дочка вообще вот на протяжении 2 недель, как меняются черты ее лица, как она становится похожим на нас. То есть вот я заметил, что, если брать там ее в целом физическое состояние, да, она на 300 грамм за эти 2 недели поправилась, то есть вес ее увеличивается постоянно, соответственно, становятся малы ее одежду, которую мы покупали на 0, там, на 1 месяц, уже становится маловато, то есть она прямо растет на глазах. Потом она приобретает какие-то привычки, свой характер, она, если, например, ее не покормили или она недостаточно поспала, она уже действительно требует, просит там что-то. Видим, что она это делает как бы немножко искусственно, чтобы ее просто там на руки взяли, чтобы с ней потусовались, поразвлекали ее. И это тоже вот начинаешь это замечать. Если первые 2-3 дня ты вообще не понимал, что с ней делать, она просто капризничает, и ты давал там, грубо говоря, грудь, и все, и она, может быть, немножко успокаивалась, то сейчас уже конкретно прослеживаются черты ее характера, вот что она хочет, что она требует, как она любит, когда ее таскаешь на руках, в какой позе она капризничает. Например, мы ее начинаем переворачивать, немного уже ложить на животик, чтобы она тренировала свою шею, потому что у нее шея болтается просто как вот это, вот так. Когда только ее принесли домой, сейчас у нее уже укрепляются мышцы шеи, она начинает уже вертеть головой, у нее появляется осознанный взгляд вот этот, когда приносишь младенца домой после родов, да, вот. У нее такие замыленные, можно сказать, мутные глаза, она еще вообще не понимает, что происходит, она куда-то смотрит сквозь тебя. О, прикольно, посмотри, самолет летит. Вот мы также прилетели в Аргентину, пролетали над этой замечательной страной. Ее взгляд уже становится более ясным, она уже смотрит тебе в глаза, он уже прямо анализирует, иногда она улыбается, она уже хихикает, то есть мы там уже подсняли ее, как она лежит и ржет просто там во сне с чего-то. Вот, так что вот так она меняется, это интересно наблюдать. Я вот, как у меня первый опыт отцовства, я вообще кайфую, получаю удовольствие. Я вообще не понимаю людей, которые с этого, я не знаю, у них там какое-то плохое настроение, или они там заморачиваются, они прям думают, что они там плохие родители. Да просто любите своего ребенка и кайфуйте, получайте удовольствие. Вот такие вот мысли. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки и мне, и Мишеле, и моей жене. Мы будем чаще снимать влог из путешествий, рассказывать много всего интересного. И, может быть, чаще будет появляться в кадре наша замечательная дочка. Так, друзья, еще хочу вам рассказать немножко про коляску, про свою. Те, кто приезжают сюда рожать, естественно, задаются таким вопросом. Мало кто их с собой привозит, поэтому приходится выбирать и покупать коляску в Аргентине. Сразу скажу, что здесь достаточно мало фирм, которые делают коляски, не такой большой выбор. И вот я могу порекомендовать из личного опыта своего коляску Caristina фирма. Здесь есть магазин фирменный в городе Кордова, я думаю, в Буэнос-Айресе тоже есть. Коляска называется модель London или London, кому как больше нравится. Вот. 3 цвета есть, мы выбрали бежевый. Что могу сказать про эту коляску? Очень удобная и самое главное, что она маневренная. То есть ее очень легко поворачивать, она вот буквально одним пальчиком поворачивается на 360 градусов. Это очень удобно. Здесь, в Аргентине, не очень хорошие дороги, они все вымощены плиткой, и поэтому, когда ты покупаешь очень жесткую коляску, у которой фиговенькая вот эта вот маневренность, это неприятно и будет доставлять неудовольствие и тебе, и ребенку, который будет лежать в этой коляске. Поэтому это один из плюсов. Второй плюс: она практичная, она легкая, она достаточно легко собирается. Первый раз мы там потратили, может быть, минут 20. Я здесь вставлю видео, как мы ее собирали, эту коляску. Мы, наверное, минут 20, 25, может быть, 30 минут мы разбирались, открывали видеоинструкцию, пытались понять, как, что, куда вставить. Вот. Ну, один раз разобрались, и никаких больше проблем не было. Мы
кайфанули и каждый раз кайфуем, когда гуляем, потому что и ребенку комфортно, и нам приятно, удовольствие мы получаем от прогулки, а это очень важно, потому что если и вы не получаете удовольствие, ребенок тем более не будет получать удовольствие. В этом плане коляска классная. Мы, кстати, сразу скажу про местные, да, вот бренды, которые, так сказать, чуть-чуть похуже качеством. Ну, просто Користина считается один из лучших брендов, и они как бы стоят подороже. Но когда мы приехали в торговые центры, тоже смотрели в других магазинах коляски других фирм, они как бы на бумаге подешевле, но на самом деле они плюс-минус столько же стоили и по качеству гораздо хуже. То есть у них сборка хуже, здесь все такое прям цивильно сделано, металлические, вот эти, даже какой-то алюминиевый сплав, то есть он легкий и при этом очень крепкий. И все продумано классно. То есть те коляски, они пожестче, показались нам менее приятные даже на ощупь, материалы какие-то. Вот, так что те, кто приезжают рожать сюда, в Аргентину, мы советуем обратить внимание на фирму Користина. Это не реклама, просто вот личный опыт рассказываем. Вот. Так что пользуйтесь, ребят. Теперь, друзья, я бы хотел поделиться планами на 2024 год. Я вообще не люблю загадывать, но у меня есть четкое понимание, что я хочу добиться в этом году. Во-первых, это мой YouTube-канал, который я вел нерегулярно. В этом году я буду его развивать и делать это последовательно. Во-вторых, бизнес. Я уже тестирую несколько диджитал-продуктов. Как только я пойму, что продукт полностью готов, я его анонсирую. Не переживайте, вы узнаете самыми первыми. Вообще, работаю над этим. В-третьих, я планирую выйти на новый уровень дохода и новый уровень партнеров. Возможно, вы увидите меня в коллаборации с известными блогерами и компаниями. Уже веду переговоры. В общем, друзья, планы наполеоновские, но если вы внимательно смотрели мое видео, то вы знаете, что еще 2 года назад я не имел ничего, поэтому нет ничего невозможного, движемся вперед к своей мечте. Это видео для меня особенное, я работал над ним тяжелее всех, надеюсь, вам было интересно. Поддержите меня лайком и напишите комментарии о своих планах на 2024 год, и я с удовольствием почитаю. Спасибо всем, кто посмотрел его полностью, заходите на мой канал, подписывайтесь, там вы найдете много полезного контента. Удачи вам и скоро увидимся!